Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И в этом видео я хочу рассказать вам, как связать вот такую сумочку из шнура. Я буду вязать из шнура Caramel Baby от пряжи Центр. Про расход, про то, сколько шнура у меня ушло и какие материалы и крючки я использовала, я расскажу в конце видео, потому что пока я еще этого ничего не знаю, и мне кажется, итоги будет логично подвести в конце видео. Ссылки на все имеющиеся у меня материалы и инструменты я оставлю внизу под видео, заглядывайте туда. В этом видео я расскажу, как вязать саму сумочку, как вязать вот этот вот основной узор. Затем расскажу про ее конструктивные особенности. Смотрите, у нее вот такая вот складывающаяся боковина. То есть, когда сумочка открывается и закрывается, боковинка, она не торчит. Про эту конструктивную особенность я тоже расскажу, и как ее сделать, тоже покажу. Затем покажу, как связать вот такой клапан с язычком, ну и как сшить все эти детали вместе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и давайте начинать вязание. Вязание сумочки я начну с вязания основной детали. Вот так она будет выглядеть в уже готовом виде. Этот узор двусторонний, одна сторона и вторая. Абсолютно две одинаковые стороны. Беру пряжу, беру крючок, оставляю небольшой хвостик, сантиметров 5, длинный хвостик здесь не нужен, и набираю цепочку из 44 воздушных петель. Первое звено я тоже всегда считаю за воздушную петлю. Раз, два, три. Цепочка набрана. Перехожу к вязанию первого ряда. Делаю одну воздушную петлю, дальше немножко поворачиваю эту цепочку, вставляю крючок во второе звено, в перемычку от крючка, вот так. Еще раз покажу. Вот одно звено, и вот во второе, в его перемычку, вставляю крючок, подхватываю рабочую нить и делаю столбик без накида. Раз. В следующее звено в перемычку, 2, в следующее звено, 3. Всего столбиков без накида в первом ряду будет тоже 44, то есть ровно столько, сколько я набрала воздушных петель для наборной цепочки. Работаю столбиками без накида до конца ряда. Последний столбик делается в последнюю петлю. Это 44. И никаких узелочков здесь не оставляется. Узелочки здесь будут лишними и будут делать некрасивый край. Итак, следующий ряд второй. Со второго ряда будет вязаться рисунок. Делаю воздушную петлю и поворачиваю изделие на второй ряд вот так, чтобы лицевая сторона воздушной петли стала от меня. То есть сейчас я вижу изнаночную сторону воздушной петли. Вставляю крючок под кромочную косичку первого столбика, воздушную петлю я отступаю, вставляю, делаю 1 и в следующую точку делаю 2. Получается, я сделала 2 столбика без накида. Дальше возвращаюсь на петлю назад, то есть вправо двигаюсь, и на ряд назад. То есть это получается первое звено. Вставляю крючок под первое звено цепочки, подхватываю рабочую нить и вывожу длинную петлю и делаю длинный столбик. И продолжаю чередовать. Обычный столбик без накида, длинный столбик без накида на ряд ниже. Теперь я немножко отодвигаю длинный столбик, смотрю вот в эту петлю
была сделана обычная петля, значит, эту пропускаю, на нее приходится длинный, и в следующую петлю вкалываю крючок под обе дужки, подхватываю рабочую нитку, делаю обычный столбик без накида и возвращаюсь на ряд ниже, на шаг назад. Здесь я ориентируюсь больше по наборному ряду, по наборной цепочке даже, по ней удобнее ориентироваться, да, вот в эту точку. Сейчас я вам покажу. Вот она, эта точка, куда был сделан длинный столбик, предыдущий. Одно звено пропускаю, и, значит, в следующее нужно вколоть будет крючок. Вкалываю крючок. Здесь тоже смотрю, чтобы он прошел под 2 дужки. Подхватываю рабочую нить и вытаскиваю длинный столбик. Здесь не надо стесняться, да, не нужно мельчить, вытаскивайте столбик длинным, именно чтобы полотно не стянулось, и доделываю столбик без накида. Ну и продолжаю так вязать до конца ряда. Смотрю, чтобы не ошибиться, чтобы число петель у меня не увеличилось, что один столбик мне нужно пропустить, и следующий вкалываю. Делаю обычный и на ряд ниже. Вот сюда, вот в это звено. Одну дужку подхватила, вторую, вытаскиваю петлю и делаю длинный столбик без накида на ряд ниже, на шаг назад. Вяжу так до конца ряда, чередую обычный и длинный столбик без накида. Последние 2 петли в этом ряду это длинный столбик, на шаг назад, на ряд ниже, расправляю все, и столбик без накида в этот ряд обычный. Вот сюда его делаю под кромочную косу первого столбика предыдущего ряда. На этом второй ряд закончен. Третий и все последующие ряды, они будут аналогичны второму ряду. Итак, снова делаю воздушную петлю подъема, поворот так, чтобы эта воздушная петля стала ко мне изнанкой. В первое звено, в первую кромочную косу вкалываю крючок, подхватываю рабочую нить, делаю один столбик без накида. Во второе делаю второй столбик без накида. И дальше начинаю вот этот раппорт. Спускаюсь на шаг назад, на шаг ниже и на шаг назад. Вот сюда, вот в эту точку. Вкалываю крючок, подхватываю рабочую нить, делаю длинный столбик. Смотрю, куда сделан у меня обычный столбик предыдущий. Одну петлю отступаю и вот в эту точку делаю столбик без накида. Здесь можно легко найти эту точку, из нее будут выходить длинные нити. В принципе, спутать ее с какой-либо другой точкой очень сложно. Дальше опять длинный столбик. Отодвигаю вот эти длинные нити предыдущего ряда вот так и завожу крючок под них. Вкалываю крючок в изделие, смотрю, чтобы он вышел с обратной стороны, ничего не расколов. Вот видите, здесь нитки, они идут справа от крючка, и это правильно. Подхватываю рабочую нить и делаю длинный столбик. И опять вот сюда, в ту точку, с которой выходят длинные нити, вкалываю крючок и делаю просто столбик без накида. Опять вкалываю крючок под длинные нити предыдущего ряда, и тут я вкалываю
в шапочку. Фактически нам надо найти кромочную косу, то есть ничего не раскалывать, петли здесь раскалывать не надо, а там обычный столбик без накида, и вот в него я и вкалываю. Здесь слежу за изнанкой. К сожалению, найти этот столбик можно только на ощупь, нужно просто знать, где он находится. Делаю длинный столбик. Опять обычный столбик без накида. И вот отодвигаю эти нити. Вот видно, да? Вот смотрите, вот хорошо сейчас видно. Столбик, идет столбик. Вот он. Столбик без накида. И вот его я не раскалываю, но у него все равно будет шапочка, да, как у любого столбика. И в его шапочку я вкалываю крючок. Смотрю за изнанкой, чтобы все вышло, чтобы нитки были справа, крючок слева. Подхватываю рабочую нить и делаю длинный столбик. И чередую так обычный длинный столбик до конца ряда. Итак, подхожу к концу ряда, мне остается сделать 2 петли, длинный столбик вот под длинный столбик предыдущего ряда, опять нахожу, вот он, этот столбик, в его шапочку вкалываю крючок, слежу за изнаночной стороной, здесь все верно у меня вышло. Так. Подхватываю рабочую нитку, вывожу длинную петлю и делаю длинный столбик на ряд ниже. И вот последняя точка это кромочная косичка самого первого столбика предыдущего ряда. В нее вкалываю крючок и делаю обычный столбик. Третий ряд на этом готов. Смотрите, какая получается просто косичка с двух сторон. Да? Перехожу к четвертому ряду. Делаю воздушную петлю подъема, разворот. Начинаю с 2 столбиков без накида. 1, 2. Ну и здесь все то же самое. На шаг назад, на ряд назад вкалываю крючок. Делаю длинный столбик. Вот эта группа, из которой выходят длинные нити, сюда вкалываю опять крючок, делаю обычный столбик. И чередую длинный, обычный. Снова отодвигаю длинный столбик предыдущего ряда, и здесь уже хорошо видно, вот он, длинный столбик на несколько рядов ниже, да, который как бы клонится в ту же сторону, в которую клонятся те, которые делаем мы сейчас. И вот уже его не раскалываю в его шапочку, не в раскол. Смотрю, как с изнанки все хорошо вышло, да? Подхватываю рабочую нитку и делаю длинный столбик. Снова обычный. И снова отодвигаю длинные нити предыдущего ряда. Вот она, шапочка длинного столбика. Вкалываю крючок. Обязательно смотрю на изнанку. Делаю длинный столбик. Чередую так до конца ряда. Закончить этот ряд, соответственно, тоже столбиком без накида в этот ряд. Ну и повторяю дальше этот ряд. Это будет 4-й ряд. Все остальные ряды будут вязаться не просто аналогично ему, а точно так же, как он, да, то есть если у предыдущих рядов еще в основании были какие-то варианты, там где-то был не длинный столбик, а где-то был еще наборный ряд, то у всех остальных рядах будет точно такое же основание, нужно будет отодвинуть вот эти вот ниточки длинные предыдущего ряда, найти шапочку длинного столбика и в нее вколоть крючок. Очень простой узор. Ну и в общем вяжу так на нужную высоту. И вот связала я в высоту всего 27 рядов, включая первый ряд, который был не по узору, а просто обычные столбики без накида. Теперь, если я буду считать вот эти косые столбики, вот я их считаю: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
то их получается 26. То есть у меня сейчас связано 27 рядов. Наборный хвостик располагается слева снизу. Конечный хвостик, вот здесь у меня окончание вязания, располагается слева сверху. То есть это правильно. Узор абсолютно одинаковый с двух сторон, поэтому просто сориентируйтесь по тому, где лицевая сторона будет у вас, вот по этим хвостикам. Закрою последнюю петлю, просто сделаю ее побольше и накину на готовое изделие. Ниточку затяну. И я хочу еще сделать обвязку по периметру этой детали самыми обычными столбиками без накида. Вот смотрите, у меня с левого края, если я посмотрю на кромочные петли, здесь везде косички стоят. Я думаю, это видно, да? Везде галочки от лицевой стороной. Раскалываю крючком эту галочку. Вот так. Подхватываю рабочую нитку, делаю первую воздушную петлю на этот ряд. В каждую кромочную петлю делаю по одному столбику без накида дальше. Снова раскалываю галочку, делаю столбик без накида. И опять раскалываю галочку с лицевой стороны и делаю снова столбик без накида. Вот. Видите, я когда галочку раскалываю, получается, что я подхватываю две ниточки, да, одну краевую и одну заднюю. Так будет плотнее. В общем, вяжу просто столбиками без накида, по одному столбику без накида до первого угла. Одну сторону я обвязала, вот смотрите, заканчиваю, делаю последний столбик прям в галочку последнего ряда. Вот так. Тоже в раскол. И я оказываюсь у наборного хвостика. Давайте я его подтяну. Здесь вкалываю крючок уже в первое звено наборной цепочки. Я перехожу на обвязку другой стороны. И в уголочек я делаю 2 столбика. 1 и 2. По нижнему краю этой детали, помните, оставалась косичка. Здесь вкалываю крючок под обе дужки этой косички и делаю столбик без накида. Работаю такими столбиками до конца ряда, то есть до следующего угла. И здесь тоже в уголочек сделаю 2 столбика. Под обе дужки кромочной косы вставляю крючок, подхватываю рабочую нитку, делаю столбик без накида, по одному столбику в каждую точку. В последнее звено тоже делаю 2 петли для того, чтобы сделать уголочек. 1 и 2. И теперь перехожу к обвязке следующей короткой стороны. Здесь уже лицо кромочных петель будет находиться снизу. Вот видите, здесь они все стоят лицевыми. Но я продолжу их раскалывать. Буду раскалывать их теперь с изнаночной стороны и смотреть, как выходит крючок на лице. Если нужно, помогаю себе крючком меньшего размера. Раз. Первая петля всегда очень тугая, дальше уже идет проще. Вот, вкалываю с изнанки в раскол и смотрю, как выходит с лица. Все красиво, все правильно. 2. И точно так же по одному столбику в каждый ряд, в каждую кромочную петлю в раскол. Точно так же, как и вот с этой стороны. Число петель здесь должно совпасть. У меня от угла, то есть от первой удвоенной петли до первой петли приходится 28 петель вот по этой стороне. Здесь будет тоже 28 петель. Вяжу так вот до этой точки.
Вот я почти закончила обвязку второй короткой стороны. Сейчас у меня 27 петель. Мне нужно сделать дальше 28, ну и, соответственно, она придется уже на угол. Я ее сделаю, вот смотрите, вот шапочка идет. Первая горизонтальная следующего ряда, вот этого ряда. Под эту шапочку вкалываю крючок и делаю сюда 28 петлю. Получается, что обвязка короткой стороны у меня закончила. И я начинаю четвертую сторону, это вторая длинная сторона. И здесь опять под эту шапочку вкалываю крючок, делаю, получается, первую петлю уже длинной стороны, и она будет начинать как бы угол. То есть вот 2 петли в уголочек. Раз, считаю, 2, 3. Здесь по одному столбику под каждую кромочную косичку делаю. И в итоге последняя петля у меня должна будет прийтись вот в точку, откуда мы начинали, да, потому что это тоже получается уголочек. И всего получается по длинной стороне 44 петли. Здесь было 44, если считать от угла до угла. Углы я включаю, да, то есть не между углами считаю, а включаю с углами. Вот, и здесь тоже. Здесь 44, и здесь будет 44. Вот, связано у меня сейчас по второй длинной стороне 43 петли. Последняя 44 это уголочек. Вот сюда вкалываю крючок в ту точку, откуда выходит первая петля. Вкалываю и делаю столбик без накида. Дальше хвостик можно обрезать и скрепить его с помощью протяжки. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, подхватываю этот хвостик, увожу наизнанку и завожу крючок в перемычку последней петли и в шапочку последней петли. Вот так. Подхватываю хвостик, увожу его опять наизнанку. Все, теперь край скреплен косичкой, идеально красиво ровно. Дальше с помощью крючка меньшего размера я спрячу хвостик в вязаных рядах. Вот так вот вставляю крючок под обе дужки. С изнаночной стороны у каждого столбика без накида есть 2 дужки. Вставляю, подхватываю хвостик и просовываю его туда. Не забудьте заплавить кончик нити, если вы будете работать с таким же шнуром, как у меня, потому что этот шнур будет распускаться, если кончик не заплавлен. Да, его всегда нужно заплавлять. Этот шнур состоит из петель, и он, в принципе, легко распускается по петлям. Ну, в общем, прячу так хвостик, пока он не закончится. Эта деталь у меня готова. Смотрите, она у меня очень ровная, петли здесь все красиво лежат, здесь никакого секрета нет, просто я ее погладила. До глажки, конечно же, она у меня смотрелась по-другому, поэтому не бойтесь, гладьте свои детали утюгом через ткань, не на полной мощности, но погладить его надо, и тут же вы увидите, как ваша работа преобразится, как петельки все выровняются. Это, кстати, вот так она должна смотреться. Вот. Нужно связать таких деталей 2. Абсолютно одинаковых, абсолютно идентичных, петля в петлю. Здесь самое главное, смотрите, чтобы в итоге у вас было одно и то же число по периметру. Потому что при обвязке по краю можно здесь немножечко петель где-то добавить, где-то можно пропустить. Главное вам, чтобы у вас у этих деталей число петель в итоге совпадало. У меня, смотрите, по длинным сторонам вот здесь по 44 петли, а вот здесь по 28. Если у вас другое количество петель, ничего страшного. Главное, чтобы детали были одинаковые, и главное, чтобы стороны были равны, потому что у нас прямоугольник, а как мы знаем, у прямоугольника параллельные стороны равны. Дальше перехожу к вязанию боковой детали. Ее я буду вязать просто столбиками без накида. Беру нитку, беру тот же крючок и набираю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый ряд
Добавляю одну воздушную петлю, вкалываю крючок в перемычку и делаю первый столбик без накида, в следующую перемычку и делаю второй столбик без накида. В общем, делаю 6 столбиков без накида до конца ряда. Третий. Пятый. И вот он, шестой. Первый ряд закончен. Теперь второй ряд. Воздушная петля, поворот. В первую петлю вкалываю крючок и снова делаю 6 столбиков без накида. Три, 4, 5, 6. Вот получилось 2 ряда. Еще нужно связать таких пар рядов, нужно связать еще 5. Итого это получится 12 рядов. Связала я 6 пар рядов. Дальше делаю опять воздушную петлю, поворот. И в следующем ряду сделаю несколько прибавок. Вяжу 1 столбик. В следующую петлю делаю 2 столбика. Раз, 2. Дальше 2 раза по одному столбику. Раз, 2. И симметрично делаю снова 2 петли в одну точку, прибавку. Раз, 2. И заканчиваю этот ряд 1 столбик. Таким образом я увеличила число петель в ряду на 2. Их теперь не 6, их теперь 8. Снова делаю петлю подъема, поворот и вяжу 8 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот такая получается деталь. Таких деталей нужно связать 2. И в конце хвостик вот этот вот у одной детали оставить идущим от клубка, а у второй детали оставить где-нибудь метр для сшивания. То есть коротким его не обрезайте. Одна деталь, здесь нить идет от клубка. И вторая деталь, они абсолютно одинаковые, и здесь такая нитка, ну, метр где-то она у меня оставлена. И дальше перехожу на совместное вязание этих двух деталей. Делаю воздушную петлю подъема там, где у меня клубок, поворот, и вяжу 8 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков связано. Беру следующую деталь. Нитка должна быть в центре. То есть этой нитью мы будем их сшивать. И снова вяжу 8 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь в ряду у меня 16 столбиков без накида, и я продолжаю вязать такими поворотными рядами эту боковушку. Воздушная петля, поворот, и снова делаю 16 столбиков без накида. Раз,
4, 5, 6, 14, 15, 16. Итак, вот я связала одну пару совместного ряда и продолжаю так вязать на нужную высоту. Связала я 37 пар совместных рядов и дальше перехожу опять на растельное вязание. Делаю петлю подъема на следующий ряд, поворот, и сначала начинаю вязать одну деталь. Начинаю с 8 столбиков без накида. Вставляю в первое звено, раз, во второе, 2, в третье, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков без накида связаны. Снова делаю воздушную петлю подъема, поворот и продолжаю вязать вот эту вот часть. В этом ряду я сделаю убавки. Итак, первую петлю провязываю, дальше делаю убавку, то есть 2 вместе. Раз, и в следующую точку 2. И все это провязываю вместе. И симметрично с другого края сделаю еще одну убавку. Раз. Раз. 2 петли провязала. И вот теперь идет убавка. Раз. Раз. Вторая убавка готова. И в последнюю точку 1 петля. Итого здесь остается 6 косичек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот этих 6 кромочных косичек. Как мы и начинали вязать эту деталь. Ну и дальше вяжу 6 рядов по 6 столбиков без накида. Все обычно, все просто, все легко. Уже ни убавок, ни прибавок не делаю, просто по прямой. Делаю 6 пар рядов, то есть 12 рядов. Одна деталь готова, и дальше вяжу такую же симметричную деталь. Единственное, что вот от начала я оставлю хвостик, ну, наверное, метр, хотя, может быть, такой длинный и не понадобится. Делаю воздушную петлю подъема, раз, и дальше получается только 7 столбиков без накида остается. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. В следующем ряду нужно сделать убавки, но так как здесь всего 7 столбиков получается и воздушная петля подъема, сделаю только одну убавку вместо 2. Петля подъема, одну петлю провязываю и делаю одну убавку. Раз, два. И довязываю этот ряд еще. Раз, два, 3, 4. Получается еще 4 столбика без накида. И таким образом тоже этот ряд приходит к 6 петлям, к 6 косичкам. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот здесь вот воздушную петлю я не трогаю. И делаю дальше 6 пар рядов по 6 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Ну и так далее, пока не достигну вот этой высоты. Вот такая получается боковая деталь. С одного края у нее разрез,
И с другого края у нее тоже разрез. Я предлагаю ее сейчас отпарить, отгладить и только после этого пришивать. Пришила я одну половину, и смотрите, как понять, какова должна быть высота вот этой боковой детали, сколько в ней делать рядов. Нужно пересчитать косички кромочные по одной короткой стороне, по одной длинной стороне и по второй короткой стороне. То есть фактически только вот эту часть не брать в расчет. У меня получилось здесь 44, здесь 28 и здесь 28. 44 плюс 28 это получается 100. Но у меня в уме здесь угол и здесь угол. На каждый угол придется по 2 ряда. Итого, значит, нужно сделать вот эту деталь 102 ряда или 51 пару. Да? Вот из этого расчета я и связала именно такую деталь, именно с таким количеством рядов. Итак, беру, вставляю в иголку нитку, ту же самую, которую я вязала сумочку. Здесь нахожу на боковушке кромочную, вставляю в нее, да, и здесь нахожу первую петлю от боковушки. Вот она. И вставляю в нее иголку. Ну и начинаю пришивать. Смотрите, как я пришиваю. Узелков здесь не делаю, потом хвостики уведу наизнанку. Двигаюсь иголкой в следующую кромочную косичку и вставляю иголку на боковушке в последнюю петлю вязаного ряда. То есть здесь я прошиваю каждый ряд, а здесь прошиваю каждую кромочную косичку. Так, вставила, подтянула и возвращаю иголку опять под ту же самую кромочную косичку. Опять в следующую кромочную косичку, в следующий ряд, снизу вверх. Вставляю иголку, подтягиваю, возвращаю в ту же самую кромочную косичку. И опять в следующую кромочную косичку, в следующий ряд, снизу вверх. Здесь у каждого ряда есть последний либо первый столбик. Вот его я раскалываю, в него вставляю иголку и прошиваю. Работаю так, пока не дойду до первого угла. Дошла я до уголочка, вот первая петля угла, и на петле угла на нее должно прийтись 2 ряда. Смотрите, как я это делаю. Вот один ряд пришиваю, ну, просто чтобы задать жесткость, для того, чтобы угол был остреньким, а не плавным, я это делаю. Так, один ряд, раз, и возвращаю иголку в предыдущую петлю. Не в эту, а в предыдущую. Вот так. Подтягиваю все хорошо. Опять возвращаю иголку в эту петлю. И теперь уже вставляю в следующий ряд. То есть это будет второй ряд, который тоже будет приходиться на уголочек. Вот таким образом я пришила 2 ряда к одной петле. Теперь возвращаю иголку в эту же петлю. Ну и продолжаю пришивать по одному ряду к одной кромочной петле. На втором углу сделаю то же самое. Точно так же пришью 2 ряда. Вот здесь вот точно так же я пришью 2 ряда к одной кромочной петле, которая придется на угол. Дошла я до конца, осталась одна петля, сшиваю последние петли на центральной детали и теперь подхватываю кромочную на боковой детали. Возвращаю в центральную деталь иголку, ну и просто увожу иголку наизнанку. Здесь я тоже узелочков не делаю, потом спрячу нитку в вязаном ряду, вот так вот. Смотрите, вот такая получается сумочка, почти я
дошила ее. Теперь нужно соединить вот эти разрезы. У них есть функциональное назначение для того, чтобы вот так вот сумочка в сложенном виде, чтобы ее боковушки складывались вовнутрь. Это я специально сделала, да. И нужно будет еще сделать клапан. Опять беру крючок, и помните, у этих разрезов мы оставляли длинные нити, да? Крючок все тот же у меня, 3 миллиметра. И здесь я буду сшивать этот разрез столбиками без накида. Вкалываю крючок точно так же в кромочную одного ряда и в кромочную другого ряда. Подхватываю нитку, которую мы оставляли, вывожу ее, делаю первую петлю, затем в следующую кромочную, точно так же ее раскалываю, и в следующую кромочную, и уже вяжу столбик без накида. И здесь будет число рядов абсолютно идентично, поэтому просто сшиваю столбиками без накида вот это отверстие в один ряд, в этот же ряд на другой половине, до конца ряда сшиваю это отверстие столбиками без накида. Так, последний столбик, последний ряд, раскалываю одну петлю, ну и вот здесь так вставлю крючок, делаю последний столбик. И я хочу еще соединить вот эти вот кромочные косички по петлям. Да, вот эту рабочую нить увожу в кромочную косу. Теперь на другой половинке под обе дужки кромочной косы все подтягиваю и увожу обратно вот в эту петлю, из которой выходит эта ниточка. Все, теперь кромочные соединились красиво. Здесь нет никаких ступенек. Да, все нити нужно теперь спрятать на изнанке, подтянуть, закрепить и спрятать. Сама сумочка, в принципе, на этом готова. Смотрите, для чего был нужно сделать вот этот разрез? Для того, чтобы когда она складывалась, сумочка, чтобы складка уходила четко вовнутрь, да, придать ей форму. Я еще сделала клапан, я вяжу точно так же, как основную деталь, только набираю не 44 петли, а 36. Делаю одну петлю подъема, разворачиваю немножко эту цепочку и начинаю первый ряд просто столбики без накида. Здесь будет тоже 36 столбиков без накида. Дальше я буду работать по рисунку, вяжу клапан тем же самым основным узором, которым я вязала боковую деталь. Здесь, в общем, все идентично. Связала я клапан в высоту, связала я 23 ряда по рисунку. Первый ряд здесь был установочный, просто столбики, и дальше 22 ряда вот этим узором. Если считать вот эти вот диагональки, в высоту их будет 22. Хвостик наборный с левого края, и заканчивается нитка тоже с левого края. Нить пока не обрезаю. Вытаскиваю петлю и закрываю ряд. Я хочу вот здесь, в центре клапана, сделать еще небольшой такой язычок. Дальше я делаю разметку маркерами. У меня здесь четное число петель. Я откладываю от одного края 13 петель и вешаю на эту петлю маркер. И откладываю от другого края 13 петель, вот эту закрытую воздушную петлю в счет не беру, беру только горизонтальные петли. И тоже на 13-ю вешаю маркер. Между маркерами у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель. Из этих петель я и буду вывязывать этот язычок.
Беру крючок, нитку не обрезаю, просто ее натягиваю и прокладываю вдоль края. Затем это все уйдет в обвязку и не будет ничего видно, ну, лишний обрез нитки это предотвратит. Вставляю крючок в петлю, отмеченную маркером. Подхватываю рабочую нить, так, чтобы здесь ничего не провисало. Делаю воздушную петлю подъема. В эту же точку вяжу столбик без накида. Первый столбик без накида. В следующую точку вяжу второй столбик без накида и начинаю работать по узору. На шаг назад, на ряд назад под длинные нити вкладываю крючок, вывожу нить, делаю длинный столбик. Затем опять короткий столбик. Затем опять на шаг назад, на ряд назад, делаю длинный столбик. Короткий столбик. Ну, точно так же работаю по рисунку, как мы вязали до этого все детали. Длинный столбик, конечно же, слежу за изнанкой этой детали, этого ряда. Короткий столбик, длинный столбик, короткий, длинный. И последний короткий столбик делаю во вторую петлю, отмеченную маркером, то есть вот сюда. В принципе, маркеры теперь можно снять, они больше не понадобятся. Первый ряд язычка связан, второй ряд. Делаю воздушную петлю, поворот, здесь все традиционно, ну и дальше вяжу только по петлям вот этого язычка. Да? Делаю снова сначала 2 столбика без накида, 1, 2. Затем на шаг назад, на ряд ниже, вот сюда, туда, где маркер. Именно в эту точку, вот сюда. Ну и дальше опять короткий столбик и длинный столбик. И чередую так до конца ряда. Заканчивается этот ряд в последнюю горизонтальную косичку предыдущего ряда. Заканчивается он короткой петлей, обычным столбиком без накида, да. И снова воздушная петля подъема, разворот, 2 столбика без накида, 1, 2. Ну и здесь уже традиционно вяжется этот узор на шаг назад, на ряд назад, длинный столбик и обычный. Ну и так далее вяжу, пока мне не покажется достаточно. Такой небольшой язычок я хочу связать. Для вот этого язычка в итоге я связала 4 ряда. 1, 2, 3, 4. На этом я решила остановиться. Последний ряд тоже закрываю, накидываю петлю на изделие и затягиваю. Смотрите. Так. Теперь хвостик от начала слева, хвостик от конца тоже слева. И нужно сделать обвязку по периметру, такую же, как мы делали на основной детали. Здесь можно маркеры снять. Вкалываю крючок в раскол в первый ряд. Подхватываю рабочую нить, делаю воздушную петлю. Опять в раскол в следующий ряд. Опять в раскол в последнюю петлю следующего ряда. Ну, здесь обычно по одному столбику в каждый ряд я делаю, да. Дохожу до угла, и в углу нужно будет сделать убавку. Это будет внутренний угол. На внутренних углах делаю одну убавку, а на внешних углах вяжу по 2 петли, ну, так же, как и при обвязке.
опять в раскол в следующий ряд, вывожу петлю и теперь в кромочную, горизонтальную кромочную. Вывожу вторую петлю. Нитка проходит внутри моего ряда. Провязываю эти петли вместе. Ну и дальше по одной петле в каждую кромочную. Опять повторяю, нитка проходит внутри обвязки. Ее не будет видно. Дохожу до первого внешнего угла. Два. Вот она, эта точка. Вкалываю крючок в раскол и делаю сюда 2 петли. Раз и 2. И дальше обвязываю короткую сторону клапана. Точно так же по одной петле в каждый ряд до следующего угла. Дошла я до второго внутреннего угла и здесь снова делаю убавку. Раз. И в ряд, в раскол. Это нужно для того, чтобы убавка красиво вписалась в угол. Раз. Снова в ряд, в раскол. Продолжаю обвязку язычка вот этого. Так. Еще одна петля. Дохожу до последнего верхнего ряда. У меня теперь внешний угол. Здесь в ряд не делаю, сразу перехожу на горизонтальные петли кромочные и сначала делаю 2 петли. Это уголочек. Раз, два. И все. Теперь по одному столбику в каждую кромочную косичку. Заканчиваю этот ряд 1 петля. И последняя петля, ее я делаю в точку, откуда я начинала. То есть как бы замыкаю уголочек тем самым. Из этого внешнего угла, получается, тоже выходят 2 петли. Все, на этом обвязка закончена. Дальше нитку обрезаю, заплавляю кончик и смыкаю горизонтальный ряд косичкой. И дальше прячу ниточку в вязаном ряду. Клапан я довязала. Смотрите, его размеры 16,5 в ширину, в высоту 13 и в высоту с язычком 15. То есть сам язычок 2 сантиметра. Размеры самой сумки: в высоту 14, в ширину где-то 19,5, может быть 20, ну и глубина, давайте вот так замерим, в широкой части приблизительно 8-9,5. Остается лишь пришить клапан к сумочке. Но перед этим сам клапан тоже нужно прогладить, отпарить, чтобы все петельки выровнялись, встали на свое место. Где-то придать форму вот так вот, когда будете гладить, тяните где-то, может быть, у вас будет сужение, да, просто тяните и придавайте форму, пока он горячий, этот шнур, пока он влажный, он очень податливый. И тогда все петельки выровняются, и получится вот такая вот красивая ровная поверхность. Делаю разметку маркерами на самой сумочке. Смотрите, здесь вот у меня 36 петель по клапану от угла до угла, если считать первую угловую петлю и последнюю угловую петлю. Здесь вот у меня 44 петли по основной детали сумки, если считать опять первую угловую петлю и последнюю угловую петлю. Таким образом, 44 минус 36 получается 8. 8 делим на 2, это получается 4. Здесь я отсчитываю 1, 2, 3, 4. В
В 4-ю петлю вставляю маркер, а здесь маркером зацепляю следующую угловую петлю, которая уже приходится на боковую часть. И здесь делаю то же самое. 1, 2, 3, 4. Вот она, 4-я петля. Сцеплена маркером, а здесь маркер вставлен в угловую петлю, которая начинает боковую часть. Таким образом, теперь, если пересчитать между маркерами по клапану 36 петель и по основной детали тоже 36 петель. Беру иголку, в нее вставлен тот же шнур, которым я и работала до этого, спускаюсь на ряд ниже под маркер, вывожу петлю, узелочка не делаю, просто оставляю небольшой хвостик и захватываю ту петлю, которую я отмечала маркером. Вот, это кромочная второй петли от уголочка, да, которая уже приходится вот на эту часть. Захватила, подтягиваю в следующую точку. Ну и здесь точно так же, в следующую точку. По одному стежку делаю в каждую петлю. Все подтягиваю хорошо, да. Это я просто ослабила, чтобы посмотреть, туда ли я вкалываю. Теперь в следующую точку. Ну и фактически я пришиваю швом, который будет называться вперед иголку. Так как число петель у меня одинаковое, то все должно сойтись от петли к петле. И работаю так до конца ряда. Вот до сюда. Подхожу к последним стежкам. Давайте здесь снимем маркер. Здесь уже и так все видно. Что-то там зацепило. Сшиваю заключительные петли. Так, все, петли сшиты, и теперь нужно в обратную сторону проложить тот же самый шов. То есть в тех стежках, где он не был проложен. Опять вкалываю в одну точку, в другую. Точно так же здесь, в принципе, немножко эти стежки видно, и сориентироваться будет возможно, да? И прокладываю этот шов, мне просто не умещается под камерой уже. Все это вязание точно так же вперед иголку, только в обратную сторону. То есть если здесь, видите, стежок был сверху в следующей точке, то значит вот так вкалываю, и стежок будет с другой стороны. Так будет и плотно, и красиво, и симметрично. Ну и здесь опять. И работаю так до конца ряда. Вот он, этот шов, я его пришила, смотрите. Но мне не нравится, что с вот этой стороны получается такой небольшой зазор, что ли, да. Поэтому я второй раз проложу еще раз эту строчку, но на этот раз кромочные я буду брать с основной детали, а на ряд ниже вставлять иголку в клапан. Так.
Все той же ниткой. Видите, нитки у меня пришлись в одно и то же место. Я вкалываю иголку теперь в кромочную. И точно так же, такими же стежками вперед иголку прошиваю этот клапан к сумочке еще раз. Ну и так работаю опять до конца ряда. Так, здесь я опять пришила. Опять, пока петли не закончатся, и затем в обратную сторону точно так же проложу эту строчку еще раз. Таким образом клапан получится пришит 4 раза. Один раз сюда, другой раз сюда, и затем в следующем ряду опять один раз сюда, другой раз сюда. Это будет и плотно, и прочно, и красиво. Все. Закончила я пришивать клапан. Нитки у меня сходятся в одной точке. Их можно связать на узелочек. Ну и затем, как обычно, спрятать в вязаном ряду с помощью крючка меньшего размера. Сумочка на этом почти готова. Остается лишь вот сюда пришить застежку. В качестве застежки у меня будет вот такая магнитная кнопочка. Она просто пришивается. Купила в Леонардо. Вот эту часть я пришью на сумку. Здесь магнитик. А вторую часть я пришью на клапан. Именно так и нужно пришивать такие кнопочки. Давайте немножко про расход. Я истратила 2 вот таких моточка Caramel Baby. Здесь длина 200 метров, вес в одном мотке 150 грамм. Это очень легкий шнур, и в принципе он тоненький. Вязала я основное полотно сумки крючком номер 3. И в качестве вспомогательного инструмента использовала еще крючок 2,5. От 2 мотков пряжи после вязания сумки у меня осталось вот столько нити. Этого мне еще хватит на ручку. Про ручку я сделаю отдельное видео. Также мне потребовалось для этой сумочки, кроме пряжи, 1 магнитная кнопка. И я сделала еще вот такую, прикрепила сюда такую ручку-цепь. Но эта ручка-цепь временная, я ее просто прикрепила, чтобы примерить эту сумку. На самом деле я хочу сделать здесь тоже вязаную ручку, тоже вот таким плетеным узором, которая бы отлично подошла к этой сумке. И я хочу широкую ручку, а не такую тонкую. Я вот не люблю тонкие ручки. Для того, чтобы просто она не врезалась в плечо и чтобы было комфортно эту сумочку носить. Вот такая сумочка получилась у меня на этот раз. Надеюсь, это видео было вам полезно и вы узнали из него что-то новое. Заранее спасибо за ваши лайки, за то, что пишете комментарии и задаете вопросы. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Спасибо за внимание. Пока-пока.